Генрих Гейне. Немецкий поэт, публицист и критик позднего романтизма. Мастер сатиры, фельетона, путевых заметок. Жизнь не цель и не средство. Жизнь – право. Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра. Она жадно тянется к нынешнему дню, но этот день нужен ей весь, неограниченный, неомраченный. Перевод – это женщина, если она красива, то неверна, если верна, некрасива. Молчание – английский способ беседовать. Женская ненависть, собственно, та же любовь, только переменившая направление. Женщина – одновременно и яблоко, и змея. Мудрецы придумывают мудрые мысли, а глупцы распространяют их. Ни у одного народа вера в бессмертие никогда не была так сильна, как у известных кельтов. У них всегда можно было занимать деньги с тем, что возвратишь их потом в ином мире. Каждая эпоха верит в то, что ее борьба – самая важная из всех. Женщины имеют только одно средство делать нас счастливыми и 30 тысяч средств составлять наше несчастье. Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов своему сильнейшему наследственному врагу – смерти. Каждый человек – это мир, который с ним создается и с ним умирает. Тот, кто находится высоко, должен также подчиняться обстоятельствам, как флюгер на башне. Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. Легко, например, прощать своим врагам, когда случайно не обладаешь достаточным умом, чтобы иметь возможность повредить им, и также легко не обольщать женщин, если ты наделен слишком уж неприглядным носом. Как в темные времена люди лучше всего ведомы религией, так и в кромешной тьме лучший проводник – слепой. Когда же наступает рассвет, просто глупо следовать за слепым. Любовь – это зубная боль в сердце. Только решетка отделяет юмор от дома умалишенных. Кто здесь, на земле, пил чашу радости, расплатится там, наверху, похмельем. Где кончается женщина, там начинается плохой мужчина. Люди – тщеславнейшие из созданий, а поэты – тщеславнейшие из всех людей. Оскорбивший тщеславие поэта повинен в двойном оскорблении величества.
Любовь – это самая возвышенная и победоносная из всех страстей, но ее всепокоряющая сила заключается в безграничном великодушии, в почти сверхчувственном бескорыстии. Перо гения мудрее самого гения и увлекает его дальше пределов, поставленных им самим своей мысли. С тех пор, как вышло из обычая носить на боку шпагу, совершенно необходимо иметь в голове остроумие. Никакая религия больше не в состоянии обуздать похоть маленьких властелинов земли, они безнаказанно глумятся над вами, их кони топчут ваши посевы, и дочери ваши голодают, и продают цветущее тело грязному порвеню. Все розы этого мира становятся добычей ветреного племени игроков на бирже и привилегированных лакеев, и от высокомерия богатства и власти ничто не защитит вас, кроме смерти и сатиры. Все здоровые люди любят жизнь. Нравственность – это разум сердца. Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые их провозглашают. Когда порок грандиозен, он меньше возмущает. Красивые мысли нередко служат костылями хромым мыслям. Незанятый делом человек никогда не может насладиться полным счастьем. На лице бездельника вы всегда найдете отпечаток недовольства и апатии. Оскорбивший никогда не простит. Простить может лишь оскорбленный. У каждой эпохи свои изъяны, которые прибавляются к изъянам более ранних эпох. Именно это мы называем наследием человечества. Добродетельным всякий может быть в одиночку. Для порока же всегда нужны двое. Доброта лучше красоты. Музыка – последнее слово искусства, как смерть – последнее слово жизни. Там, где сжигают книги, будут жечь людей. Незаменимое средство от всех страданий – это работа. Ничто не уязвляет мужчину сильнее мелких женских булавочных уколов. Мы готовы к могучим ударам меча, а нас щекочут в самых чувствительных местах. Женщины опасны. Красивые далеко не так опасны, как те, которые обладают умственными преимуществами более, чем физическими, ибо первые привыкли к тому, чтобы мужчины ухаживали за ними, между тем как последние, играя на себелюбии мужчины, приманивая их лестью, приобретают больше поклонников. Мир раскололся, и этот разлом проходит как раз через сердце поэта. Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, но уже второй был олухом. Прошлое – родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда испытывали, даже тоска по былой скорби.
Умный все замечает. Глупец обо всем делает замечание. Музыка свадебного шествия всегда напоминает мне военный марш перед битвой. Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем все, что нам приказывают наши государи. Как-то спросили у ангела, что такое слова и зачем они нужны человеку, и ангел ответил: слова – это великая сила, волшебство, дар для людей. Словами могут любить, делать друг друга счастливыми, ими же могут убивать, разрушить и унизить свои же души. У римлян ни за что не хватило бы времени на завоевание мира, если бы им пришлось сперва изучать латынь. Существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но глупостей существует тысячи, и все они беспредельны. Недолго, веря лжи твоей, я счастьем наслаждался. Твой образ, как фальшивый сон, к моей душе прилгался. Восходит день, уплыл туман, исчезла тьма ночная, и мы покончили с тобой, почти не начиная. Не отвергай, пусть жар погас, возврата нет весне, еще полгода потерпи, чтоб отгореть и мне. И пусть любить не в силах ты, начнем друзьями жить. Когда долюблена любовь, приходит час дружить. Если великая страсть овладевает нами во второй раз в жизни, у нас, к сожалению, нет уже прежней веры в ее бессмертие. Англичане берут в рот дюжину односложных слов, жуют их, глотают их и выплевывают, и это называется английским языком. Писать мемуары – все равно, что показывать свои вставные зубы. Честность – прекрасная вещь, особенно когда все вокруг честные, а я один жулик. Ароматы – это чувство цветов. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Острить и занимать деньги надо внезапно. Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, просто у них каждый день другой характер. Единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Величие мира всегда находится в соответствии с величием духа, смотрящего на него. Добрый находит здесь на земле свой рай, злой имеет уже здесь свой ад. Карлик, стоящий на плечах великана, может, конечно, видеть дальше, чем сам великан, особенно, если наденет очки. Но для возвышенного кругозора недостает ему высокого чувства исполинского сердца. Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Уходит счастье без оглядки. Не любит ветреница ждать. Рукой со лба откинет прядки, вас поцелует и бежать.
а тетка горе из объятий. Вас не отпустит, хоть стара. Присядет ночью у кровати и вяжет, вяжет до утра. Любовь – это страшное землетрясение души. Кто глуп не бывал, хоть в начале житья, тот мудрым не будет вовеки. Ангелы зовут это небесной отрадой, черти адской мукой, люди любовью. Когда уходят герои, на арену выходят клоуны. У женщин не бывает второй любви. Их природа слишком нежна, чтобы быть в состоянии дважды перенести это страшное потрясение чувств. Человек – аристократ среди животных. Генрих Гейне. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.